Аномальная летняя жара, терзавшая Украину в последние дни, сменилась разрушительным ударом стихии. Во второй половине дня 29 июня и в ночь на 30 по территории страны прошел мощный грозовой фронт, сопровождавшийся шквальным ветром до 15-20 метров в секунду, крупным градом и пылевыми бурями. В большинстве регионов правобережья и севера Укргидрометцентр объявил первый желтый уровень опасности. Главным катализатором послужил экстремальный зной, которого пик пришелся на воскресенье и понедельник. В Виннице, где температура воздуха в тени достигла плюс 37 градусов, а под прямыми солнечными лучами превысила отметку в плюс 50 градусов, из-за расширения металла на улице Соборной произошел выброс трамвайного рельса. Схожие проблемы с перегревом инфраструктуры наблюдались и в Киевской области, где на Варшавской трассе в направлении Коростеня произошла деформация асфальтового покрытия. После затяжного перегрева правобережье накрыл штормовой фронт. Первым под удар непогоды попал Львов. После дневного пика температуры в плюс 36 градусов город накрыл ураган, поваливший более 30 крупных деревьев. Одно из них рухнуло непосредственно на троллейбус в районе парка, а на перекрестке улиц Варшавская и Туннельная шквал снес светофор. Ветер повредил крышу и выбил окна в здании Шевченковской районной администрации. Около 5 часов вечера на территории города молния ударила рядом с 6-летней девочкой. Ребенка экстренно госпитализировали. К утру врачам удалось стабилизировать ее состояние, тяжелых ожогов зафиксировано не было. Всего за сутки в западных регионах страны из-за последствий шквалов и грозовых разрядов за медицинской помощью обратились 8 человек. По данным Львовоблэнерго, из-за обрывов ЛЭП 18 населенных пунктов области были полностью обесточены, еще 58 частично. Ближе к вечеру грозовая система добралась до столицы, где раскаленный до плюс 34 градусов воздух способствовал возникновению нестабильности. Перед началом ливня в Киеве поднялась сильная пылевая буря, разносившая песок с открытых строительных площадок. Затем на город обрушился шквал, вырывавший деревья с корнем и сносивший рекламные билборды. Сейчас будет жестко. Вот это да, ребята. Они уже сдувают. Вот это шторм. Патрульная полиция была вынуждена ограничить движение на нескольких дорогах из-за упавших деревьев. Интенсивный ливень за считанные минуты затопил низменные участки дорог и подземные переходы. Потоки воды затопили вестибюли нескольких станций мелкого заложения на зеленой ветке киевского метрополитена, из-за чего вход для пассажиров временно был ограничен.
Падение веток на линии электропередачи привело к локальным авариям на Оболоне и левом берегу, в результате чего ДТЭК перевел аварийные бригады на круглосуточный режим работы для ликвидации последствий непогоды. Це град! Дивіться, просто от як падає. Ось це град, бачите? Разрушительные последствия зафиксированы и в аграрном секторе. В Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях выпал крупный град диаметром до 19 мм, который частично уничтожил посевы зерновых культур и повредил урожай частных домохозяйств в Луцком и Кременецком районах. Непогода наложилась на и без того критическую ситуацию в энергетике страны. Еще днем 29 июня из-за экстремального зноя до плюс 38 градусов и резкого роста потребления электроэнергии произошли масштабные технологические отключения в Хмельницкой и Ровенской областях. Вечерние разрушения ЛЭП усугубили дефицит в сети, из-за чего Укрэнерго ввело более жесткие стабилизационные графики по всей Украине на 30 июня. Синоптики предупреждают, что в течение дня грозовой фронт продолжит смещаться вглубь Карпатского региона, угрожая сильными ливнями и градом Закарпатской и Ивано-Франковской областям.